Сегодня мы начнем серию видеоэссе, посвященных созданию музыкальных опусов. Первым из этого ряда мы обозрим величайший опус Вивальди «Ля Страваганза». Итак, первая публикация этого шедевра датируется 1715 годом в издании Эстьена Роже, хотя и написан этот опус в XII и XIII годах и посвящен кузену издателя, некоему вельможе Виттору Долфину. В связи с тем, что предыдущие опусы Вивальди также публиковались в издательстве Роже, мы должны обратить наше внимание на его скромную персону. Эстьен Роже родился в 1665 году в Канне в семье французских гугенотов. Вскоре его семья была вынуждена покинуть Францию и переехать в Голландию. После женитьбы Эстьен обучился полиграфическому делу у Антуана Пуантеля и Жана Луи де Лорма. В 1696 он открыл свой магазин на Калверстраат. Он сосредоточился на истории, грамматике, словарях и в конечном итоге стал известным создателем музыкальных партитур. В период с 1696 по 1722 год он опубликовал более 500 музыкальных изданий, написанных самыми разными композиторами. Его собственные публикации особенно перепечатывали Пьер Мортье в Амстердаме и Джон Уолш в Лондоне. В 1711 Эстьен опубликовал опус 3 «L'Estro Armonico Вивальди», сборник из 12 концертов для 1, 2 и 4 скрипок со струнными. А в 1714 Эстьен Роже опубликовал кончерти гросси Арханджело Корелли со вторым титульным листом, выгравированным Гильямом ван дер Гоуэном по эскизу итальянского художника Франческо Тревизани. И вот в 1715 году издательство Роже публикует 4-й опус Вивальди в 2 томах, который состоит из 12 концертов для скрипки. Издание посвящено, как и было сказано ранее, двоюродному брату издателя, молодому венецианскому дворянину Виттору Долфину. По некоторым источникам, Виттор был учеником Вивальди, но есть также сведения, что молодой человек сильно проигрался в карты и для возобновления своей репутации заказал сборник у модного композитора. И на этом моменте я заострю ваше внимание. Дело в том, что спонсорами в те времена выступали представители знатных родов, будь то кончерты Корелли на площади Испании, когда в исполнении участвовали до 100 музыкантов одновременно, а слушатели и зрители в своем количестве достигали до 10 тысяч и более, или будь то оплата за некий музыкальный опус модного композитора, например, Вивальди. Это все не имеет ничего общего с тягой к высокой изящной культуре. Это пиар и очищение репутации. Но вернемся к нашей теме. 2 книги, составляющие «Страваганзу» Вивальди, были опубликованы в Амстердаме в 15 году. Здесь Вивальди описывает себя как «Musico di violino e maestro di concerti del Pio Ospedale della Pietà di Venezia». Этот сборник концертов последовал за более ранним «L'Estro Armonico» 1712 года и более ранними наборами трио-сонат, опубликованных в Венеции в 1705 году как опус 1 и сольных скрипичных сонат, выпущенных как опус 2 в Венеции в 1709. Прослушаем некоторые фрагменты из 4-го опуса, даже если вы их слышали 1000 раз.
После всего озвученного напрашивается тот же вывод, который был сделан в видео о последнем годе Вивальди. А вывод очень простой и заключается в том, что они сами посадили его на трон, а потом сами его с этого трона и сбросили.